В одном из самых элегантных ресторанов в центре Лос-Анджелеса, штат Калифорния, царила привычная вечерняя тишина. Уильям, бизнесмен с безупречными манерами, сидел за столом, погруженный в свои мысли. На его шее, выглядывая из-под воротника рубашки, висел старинный золотой медальон. Тихий ужин был нарушен, когда в зал вошла 9-летняя девочка. Она была грязной и усталой, ее вид совершенно не соответствовал обстановке. Охранники попытались остановить ее, но она упорно шла между столиками, ни к кому не обращаясь и ничего не прося, а просто внимательно осматривая каждого посетителя, словно ища что-то крайне важное. Она остановилась прямо рядом с Уильямом и замерла, не сводя глаз с медальона. Уильям поднял голову, ожидая увидеть просьбу о еде или деньгах, но девочка лишь смотрела на украшение, которое он обычно прятал. Она приблизила лицо, ее глаза расширились от потрясения. Медальон содержал единственную, уникальную фотографию женщины. Эту фотографию никто не должен был знать. Девочка, наконец, тихо выдохнула. «Этот человек, дядя, это женщина на снимке. Она выглядит точно как моя мама». Уильям онемел. Его вилка выпала из рук. Он не знал, кто эта девочка, но в ее голосе звучала абсолютная, неопровержимая уверенность. Он понял, что его тщательно контролируемая жизнь в мгновение ока вышла из-под контроля. Посетители начали перешептываться, но Уильям их не замечал. В этот момент существовала только девочка, утверждающая, что знает женщину с его самого личного и заветного снимка. Девочка, которую звали Кейт, твердо заявила, что ее мама Лариса показывала ей эту фотографию. Уильям, осознав, что не может говорить в ресторане, увел Кейт в тихий переулок. В ответ на его расспросы Кейт достала старый пожелтевший конверт из своего скудного свертка. На нем знакомым почерком было написано его полное имя — Уильям Дж. Коллинз. Письмо, которое никогда не было отправлено, объясняло, что Лариса ушла, чтобы не обременять его, и что Кейт — его дочь. Письмо заканчивалось просьбой: «Если однажды моя дочь найдет тебя, позаботься о ней». Уильям, потрясенный, наконец, осознал, Кейт не была чужой. Она была частью его жизни, которую он потерял, даже не зная о ней. Взглянув на Кейт, он принял немедленное решение. Он не позволит ей вернуться на улицу. Теперь они должны были начать узнавать остальную часть истории вместе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.